Это видео– это влог о том, как мы переезжали из Грузии в Турцию. Наше путешествие началось 14 декабря 2020 года. Вот со всей вот этой вот самой кучей чемоданов и с учетом того, что из Грузии сейчас нету вылетов в Турцию, да и вообще мало куда они, собственно говоря, есть. Поэтому нам пришлось переходить сухопутную границу. Мы рано утром проснулись, вызвали такси, использовали местное такси «Максим», и обошлось нам поездка от Батуми до пограничной зоны между Грузией и Турцией в 13 лари. Пограничная зона между Грузией и Турцией, сухопутная зона, она находится в Сарпе. То есть со стороны Грузии это называется место Сарпе. И оно находится прямо на берегу моря, там прямо рядом есть же и пляж, кстати, куда местные в Батумске тоже ездят купаться. Вот здесь вот я вам такой кусочек карты вырезала, чтобы вы имели представление об этом, как оно и где оно находится. Часы работы пограничной службы в то время, когда мы пересекали границу, были такие: с понедельника по пятницу с 10 утра до 6 часов вечера, и в субботу и воскресенье не работает пограничная зона, пропускная вот это. Это все в связи с условиями пандемии, комендантскими часами, локдаунами и другими обстоятельствами. Кстати, эту информацию я выяснила с большим трудом. Большое спасибо местным грузинским блогерам, через которых смогла это выяснить, потому что звонила во все инстанции, ни до одной не дозвонилась и через них ничего не выяснила. Вот такие вот дела. Но турецкое посольство, в которое я звонила, оно ответило сразу же на весьма таком сносном английском, на котором я все поняла, как работает их сторона. Вот таким вот образом мы пересекли границу. На стороне Турции это место называется Сарп, пограничная зона. Мы, когда в Сарпе вышли с границы, мы планировали поехать в Трабзон, а из Трабзона уже в Анталию. Но планы поменялись, нам сказали, что есть путь покороче через Хопу, и мы поехали через Хопу. То есть нас таксист взял, за 90 лир довез до Хопы. Здесь мы взяли уже билет на автобус. Вот эта компания. Мы еще когда смотрели влог одной кореянки, которая путешествовала в Турции, она сказала, что вот эта компания хорошая. И вот мы, даже не планируя, попали на нее, и вот поедем на автобусах вот этой компании. Как же она называется? Камилкок? Камилкок, да. Вот обошлось нам это билеты от, значит, откуда мы едем, из Хопы до Анталии нам обошлись, сейчас скажу, в 450. И вот здесь, значит, визитная карточка вот этой компании. И вот здесь маршруты со временем. Вот если вовсе в Хопе. Вот такой вот небольшой кусочек удалось записать на ходу. А вообще, в принципе, на ходу я могла только записывать, говорить возможности не было. Сами понимаете, в каких условиях мы пересекали границу. Вообще, билеты можно заказать через приложение О-билет, но там все на турецком, и сейчас такие условия, что еще нужно иметь специальный хиз-код. Об этом я запишу отдельное видео и расскажу, что это и как это сейчас получается. То есть вы поняли, что мы изменили весьма маршрут. Обычно, когда вы выходите на турецкой стороне, там есть автобусы, не только такси, которые ходят маршрутно, но сейчас во время локдауна, комендантских часов все очень часто и быстро меняется, и потому нам тоже по ходу дела пришлось немного изменить свой маршрут. Вот сели мы на автобус, на котором должен был быть Wi-Fi, но, к сожалению, Wi-Fi не было, и всю дорогу мы были без Wi-Fi, поэтому не смогли по ходу дела забронировать отель. Несколько раз по дороге нас на турецкой стороне останавливали наш автобус, и сотрудники полиции заходили и выборочно спрашивали паспорта, а также наличие хиз-кода, без которого невозможно, кстати, купить билет на автобус. Когда мы свой билет покупали вот в этой компании Камилкок, то сотрудники, у нас еще не было тогда сим-карты местной турецкой, потому что она просто не продавалась на той автостанции,
они нам на свои номера турецкие, своих сим-карт, вот эти вот самые необходимые номера, которые называются HIS-код, для того, чтобы купить билет, они нам их по СМС, собственно говоря, выписали. Опять же, повторю, что об этом будет отдельное видео, и я расскажу, как это делается. Самый ближайший большой пункт, где есть аэропорт, это Трабзон. Почему мы из Трабзона не полетели на самолете до Анталии, это хороший вопрос. Почему? Потому что у нас огромное количество багажа. А вообще можно было долететь из Трабзона до Анталии буквально за 2 часа, а не путешествовать 24 часа на автобусе, как это сделали мы. Да, мы провели в автобусе именно 24 часа. Собственно говоря, это целые сутки. Было это тяжело или легко? Ну, сказать, конечно, это дело относительное. Очень часто делали остановки, очень часто останавливались, и можно было выйти, размяться и даже покушать. Кушали, кстати, достаточно часто, то есть останавливались в таких фуд-спотах, где можно было нормально, кстати, поесть. Но, конечно же, это было дороже, чем если вы это делаете не на таких вот автобусных закусочных. Можно, кстати, там и шопингом было заняться, но, опять же, цены гораздо выше, чем когда вы, допустим, приедете в пункт своего назначения, и там уже будете по городу бродить и найдете себе там всякие сувениры, там, например, какой-нибудь рахат лукум, всякие сладости. В Турции полно этих всяких сладостей, и они на самом деле очень вкусные и хорошие. Так что для шопинга очень много есть возможностей и по пути, и когда уже доберетесь, собственно говоря, до своего пункта. Это вот такой вот маленький небольшой отрывок я засняла на одной из станций, где мы останавливались, где можно было и что-то купить, и покушать, и в туалет сходить. Туалет, кстати, стоит от 1,5 лиры до 2 лир. Запаситесь мелочью. Вот должна сказать, что каждый раз, когда мы выходили с автобуса, а потом заходили в него, каждый раз нам давали специальные антисептик, антибактериальный спрей, чтобы попрыскать руки. Вот это вот в условиях коронавируса. Конечно же, вы понимаете, что все время нахождения в автобусе мы были в масках, и маски было, конечно же, снимать нельзя. Ну и вообще сейчас на территории Турции везде, помимо того, когда вы находитесь у себя дома, вы передвигаетесь в масках. За неношение маски, конечно же, с вас возьмут штраф. Вот даже, может быть, несмотря на то, что вы турист. Иногда, если вы турист, вам могут и простить, но это уже лучше ходить в маске, в общем-то говоря. Утром мы приехали, наш автобус начал свое движение из Хопы в 12 часов дня, и на следующий день в 12 часов мы уже были в Анталии. Там сразу же, когда вы сойдете на центральной автостанции, можно купить уже и сим-карту, и снять деньги с банкомата, и, собственно говоря, заказать такси, поехать в нужную вам точку. Прибыли мы в Анталию 15 декабря 2020 года. Вот такие вот условия были нашего путешествия. Надеюсь, кому-то эта информация может быть полезна и пригодится. Может быть, вы тоже сейчас собираетесь совершить такую же поездку. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. До новых встреч!